Доброго времени суток вам, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Dice D13, посвященный древним играм и играм современности, а также их изготовлению. Сегодня мы с вами рассмотрим две древние интересные игры. Это Синет и Асеп. Игры эти родом из Древнего Египта. Египтяне очень любили играть в них, особенно в Синет, так как даже на фресках изображены сцены игры в Синет. Также Синет имеет свой отдельный иероглиф. Это схематичная доска с расставленными фишками. До 18-й династии эпохи Нового Царства Синет был светским развлечением, но уже после 18-й династии, это где-то около 1050 года до нашей эры, Синет стал нести религиозный оттенок. Это был своего рода тренажер по прохождению души в потусторонний мир. Опять же, по противостоянию с богами. Всего на настоящий момент найдено около 80 игровых полей. Они разного качества исполнения, начиная от простых обожженных глиняных табличек и заканчивая пеналами со вставками из драгоценного металла. Самый лучший экземпляр, конечно же, был найден в гробнице Тутанхамона. Вернее, там было найдено 4 игровых поля, 4 пенала, которые как раз и говорят о том, насколько эта игра была важна в эпоху Древнего Египта. Броски костей определяли количество ходов игрока. И для прохождения в данном случае нужна была не только удача, но и умение. Теперь о размерах игровых досок. Размер некоторых экземпляров Синета составляет 250 на 67 мм, 470 на 133 мм, 210 на 77 мм. Так, например, размер доски, выполненной из египетского фаянса и покрытой глазурью, датируемой 1307-1070 годом до нашей эры эпохи Нового Царства, составляет 265 на 91 мм. То есть, соответственно, размер ячейки равняется приблизительно 26,5 мм. Размер фишек, которые были переданы в музей в качестве анонимного подарка, составляет катушек высота 12 мм, а диаметр основания 15 мм. Высота конуса, соответственно, 23 мм, а диаметр основания 13 мм. Поэтому таким образом можно понять, что в принципе, как такового стандарта по размеру игровых досок в Древнем Египте не существовало. Я специально для вас подготовил файл с игровыми полями. Размер игрового поля составляет 280 на 91 мм. Это как раз формат А4 листа. На мой взгляд, этого вполне достаточно, чтобы попробовать и поиграть. Соответственно, размер ячейки Синета составляет 27 на 27 мм. Это практически 3 см. А размер ячейки Асеба составляет 22,5 на 27 мм. Конечно, вы можете методом масштабирования увеличить поле на формат А3, если вам это необходимо. Поле сделано таким образом, что его можно распечатать, согнуть пополам, склеить, и у вас с одной стороны будет Синет, а с другой Асеп. В качестве фишек вы можете использовать шахматные фигуры, то есть пешки. Вот такой наборчик, допустим. Он на данный момент стоит, наверное, рублей 100-200. Размер фишек у него основание составляет 21 мм. То есть этого вполне достаточно. Ну и если, допустим, вам этого не хочется, вы можете взять так называемые сизы. То есть это изолирующие элементы, используемые в электрике для скрутки проводов.
Единственное, что вы не найдете, это то, что цветовая маркировка SIS, она подразумевает также меньшую или большую высоту самого колпачка. Но, как вы видите, есть сизы, которые отличаются по конфигурации. То есть диаметр основания сиза равен 16 мм. Одного и второго. То есть, на мой взгляд, этого вполне достаточно. Конечно, вы можете взять другой СИЗ. Как вы видите, он немножко по высоте покороче. Но, в принципе, это нисколько не мешает играть. Теперь, что касается костей. В качестве игральных костей использовались продолговатые палочки, одна часть которых была гладкая, плоская, вторая часть была закругленная. То есть они были достаточно длинными и назывались пальцы. Вы можете взять, допустим, палочки от мороженого, на одной стороне сделать какую-то пометку. Я сделал себе такие. Мне длинные палочки не слишком нравятся. Как вы видите, эти тоже хорошо работают. Ну и, конечно же, вы можете использовать в качестве D2 пуговицы. У меня вот такие пуговицы. Как вы видите, они тоже хорошо кидаются. Ну что ж, а теперь давайте посмотрим на саму разметку доски. То, как вы видите сейчас вот этот ракурс, эта доска повернута к вам. То есть вы играете отсюда. На некоторых рисунках доска развернута вот так. Но это единственный рисунок, который я нашел в интернете. Поэтому вы можете выбирать, как вам удобнее играть. И вообще я могу сказать, что совершенно не факт, что доска должна располагаться именно вот так. Почему? Потому что стиль египетского рисунка таков, что египтяне на тот момент еще не знали перспективы. И естественно, как можно было передать все это? Потому что если взять, допустим, более поздние игры, допустим, вот доска для игры в индийский таблан и вальтап. То есть, как вы видите, здесь 4 дорожки, но между игроками доска располагается именно горизонтально. Поэтому, на мой взгляд, большой разницы, как играть, я вот не вижу. То есть выбирайте так, как вам удобно. Но мы сейчас доску сориентируем вот так. Это будет ваш край. То есть это отсюда вы начинаете. И, соответственно, я тоже начинаю отсюда. Только доска смотрит на меня другим краем. Теперь давайте рассмотрим само поле. Поле представляет из себя 30 ячеек, уложенных зигзагом. То есть движение фишек идет отсюда, сюда и сюда. Некоторые клетки несут особый смысл и называются домами. Правила Синета и Асеба до наших времен не дошли, поэтому существует несколько реконструкций, несколько вариантов. Мне нравится играть по правилам Кендалла и правилам Белла. По каким правилам играть вам, вы можете посмотреть в прилагаемом файле, почитать и выбрать то, что вам понравится. Да, кстати, забыл сказать, что ссылка на этот файл находится в описании этого ролика, а также в группах ВКонтакте и в Одноклассниках. Теперь давайте поговорим о самом игровом процессе. Как я уже говорил, в качестве костей использовались палочки. Это так называемый генератор D2. Учитывая, что ролик в первую очередь предназначен для тех, кто только вступает в мир игр, то я немного отступлю и скажу, что генератор D2 это 2 грани. Генератор D4 это 4 грани. Ну и соответственно генератор D6
Это 6 граней, это простой шестигранный кубик, который продается на каждом шагу. Есть еще и другие игровые кости с большим количеством граней. Но они нам не нужны, мы их рассматривать не будем. Для игры в Синет необходимо 4 генератора D2. Давайте рассмотрим, как считаются очки. Брать мы будем систему Кэндалла. Играть я буду генераторами D2 в виде палочек, чтобы это было наглядно. Но обычно я всегда пользуюсь пуговицами. Мне так удобней. Палочки бросаются все одновременно. Если одна из палочек выпала плоской стороной, это 1 очко и право дополнительного броска. Если 2 выпало плоской стороной, это соответственно 2 очка. Если 3, это 3 очка. Если выпало 4 палочки плоской стороной, это 4 очка. И плюс право дополнительного броска. Если палочки все выпали черной стороной или полукруглой стороной, то это соответственно 5 очков и плюс право дополнительного броска. Следует отметить, что очки, выпавшие в одном броске, не могут быть разделены на несколько фишек. То есть фишка берется только одна. Очки, которые получены в ходе дополнительных бросков, могут быть направлены на любую фишку, а не на ту, которая дала право этого дополнительного броска. 2 фишки одного или разного цвета, ну или разной конфигурации, как у меня, не могут занимать одно поле. Фишки могут выбивать фишки соперника, и тогда фишка соперника отходит назад, то есть на то место, где стояла ваша фишка. То есть, допустим, если у нас выпала единица, мы можем выбить фишку противника и поставить. Двойные фишки не могут быть выбиты другими фишками, и через них также нельзя перепрыгнуть. То есть это своеобразный компенсатор, который позволяет увеличить игру в Синете. Если фишки у вас находятся вот в таком порядке, то есть 3 в ряд, то вы можете выбить серединную фишку. В правилах Кэндалла присутствует еще такой момент, что 4 фишки разбить нельзя и перепрыгнуть их нельзя. Но я в этом большого смысла не вижу, поэтому, на мой взгляд, правильнее, когда фишки могут разбиваться, кроме 2. Если у вас фишки находятся 4 и более, ну здесь 5 может находиться, дальше уже некуда, сами понимаете, то вы можете выбить серединные фишки. То есть примерно вот так. Соответственно, этой мы уже можем выбить эту. А вот эти мы уже не можем выбить. Если, допустим, у фишки нет возможности двинуться на определенное количество ходов вперед, то она должна двинуться назад. Если у нее вообще нет ходов ни вперед, ни назад, то, следовательно, ход пропускается. Также фишки могут перепрыгивать через свои и чужие фишки, если есть такая возможность. То есть, допустим, у нас вот в этой фишке выпало 1, 2, 3, 4 очка. То есть мы можем как раз походить 1, 2, 3, 4. То есть таким образом мы перепрыгивать можем. Если бы фишки стояли вот так, то перепрыгнуть мы их уже бы не смогли. Теперь давайте поговорим о специальных ячейках, которые здесь обозначены. 15-я ячейка – это Дом Возрождения. В него приходят фишки, которые утонули в Доме Воды. Плюс Дом Возрождения дает дополнительный бросок фишки, пришедшей в него. 16-е поле – это Дом Сетки. То есть это своеобразная ловушка. Тот, кто встал на это поле, он пропускает свой ход. То есть это своего рода компенсатор. Также надо отметить, что все дополнительные броски, которые у вас получаются,
они могут суммироваться. То есть, допустим, если у вас выпало 5, что дает право на дополнительный бросок, и выпало еще 5, то вы их можете суммировать, это получается 10 очков. То есть вы можете двинуть свою фишку на 10 клеток. Если фишка приходит на 21 клетку, это дом Ба. То есть это сущность человека, это его душа совместно с Ка. То есть у египтян существовало несколько сущностей душ. Ба характеризует жизненную энергию, силу. Так вот, когда фишка приходит в дом Ба, то это приводит к удвоению хода. Если, допустим, дальше она двинуться не может, то ход в дом Ба недопустим. То есть нужно, следовательно, сыграть либо другой фишкой, либо, если такой возможности нет, дойти до дома Ба и вернуться назад на то количество очков, которое осталось. 26-я ячейка – это дом красоты или омоложения. Вставшая на него фишка совершает так называемый бросок судьбы, от которой решается ее дальнейшая судьба. Необходимо вспомнить, что в отличие от дополнительных бросков, вот дополнительный бросок в доме красоты действует только на фишку, пришедшую в этот дом. Если выпадает 5 очков, то фишка отходит на 5 полей назад, так как вперед она не может двинуться, потому что для вывода нужно точное количество. Учитывая, что отходя назад, она попадает в дом Ба, то здесь правила Кендалла никак это не трактуют. Но на мой взгляд, она должна двинуться еще назад на 5 очков. Либо, если вы хотите, можете оставить ее просто здесь. То есть дом Ба в данном случае, он не будет приводить к удвоению хода. При выпадении 1 очка фишка попадает в дом воды. То есть она тонет в нем и временно снимается с доски. Если фишка из дома красоты попадает в дом 3 истин, это 2 очка, то здесь она уже ждет точного броска для вывода. Вот здесь нам нужно 3 выбросить. И в таком случае она полностью уже уходит, покидает доску. Необходимо запомнить, что фишки, пришедшие вот в эти 3 дома, в конечные 3 дома, они не могут быть выбиты другими фишками. То есть они остаются на месте и ждут своего часа, когда выпадет точный бросок, чтобы их вывести. То есть игрок, после того, как привел фишки вот в эти 3 дома, он может выбирать либо вывести фишку, либо ее оставить и походить другой фишкой. Ну и соответственно все фишки, приходящие вот в эти 3 дома, они ждут своих точных бросков для вывода. То есть здесь у нас 3, здесь 2, здесь 1. Теперь, что касается дома воды, в котором тонут фишки. Это также ловушка. После того, как игрок походил и попал в дом воды, его фишка временно снимается с доски. И следующим ходом игрок может привести фишку в дом возрождения, где она возрождается для дальнейшей игры. Если дом возрождения занят, то игрок должен походить другой фишкой. Потому что выбить стоящую здесь фишку фишкой, которая вышла с доски, нельзя. Если у игрока нету других ходов, кроме как в дом возрождения, то он обязан возродить свою фишку. Если же у него нету вообще никаких ходов, то он, соответственно, пропускает ход. Вот вкратце процесс игры. Он достаточно веселый, незамысловатый, очень хорошо играть с детьми, им это очень нравится. Основная тактика, которая используется, это ловушки, блоки двойные. То есть вообще очень замечательная игра, на мой взгляд. Теперь давайте рассмотрим другую, не менее замечательную игру, но более легкую, менее стратегическую, в которой все зависит в принципе от удачи. Доска на ней, на мой взгляд, располагается вот так. Вот здесь у нас находятся наши фишки.
То есть они находятся вне поля. В Асебе используется уже 20 квадратов. Как видите, конфигурация доски достаточно интересная. То есть первый игрок это вот его квадраты, второй игрок это его квадраты. А вот эта дорожка, она общая для всех. Дома, вернее символы, которые находятся на доске, они обозначают, ну, по крайней мере, по реконструированным правилам, потому что правил неизвестно, они обозначают дополнительные броски. Хотя сами понимаете, что, допустим, вот символ Анх, то есть это так называемый египетский крест, это символ возрождения, по большому счету. Да, можно, конечно, предположить, что здесь был дополнительный бросок, но тогда что вот это обозначало? Фишки изначально располагаются вне поля. Вот на этих пустых дорожках. Также используется либо 4 генератора D2, либо один генератор. Это, как видите, вот такая палочка в виде спички. Это генератор D4. То есть здесь может располагаться, как и в Синете, если вы будете играть в долгий Синет, это 7 фишек, здесь 5. Ну и соответственно можно взять еще 7, еще поставить 2 фишки, если вам хочется. Начинает игру тот, кто выкинет единицу, так как таким образом нету явного преимущества перед соперником. Ввод фишек начинается вот с этих стартовых 4 квадратов. То есть, допустим, если мы выкидываем четверку, мы приходим на четверку, и у нас получается еще дополнительный бросок. Если, допустим, ячейка занята фишкой, то, соответственно, мы в нее походить не можем. Мы должны выбрать другую, либо пропустить свой ход. Фишки, так же, как и в Синете, могут срубаться. Если фишка срубается, допустим, то она удаляется с доски и вступает в игру по новой. То есть, да, правила реконструированы, поэтому вы можете придумать то, что, допустим, выбитая фишка, она остается у вас, у противника. И в таком случае получается, что вы можете посчитать не только, сколько фишек вы вывели, то есть вывести все фишки, но еще дополнительно посчитать фишки, которые остались у вас от противника, которые вы забрали у противника. То есть тем самым вы ограничиваете его. Если, допустим, у вас пришло 3 фишки, или вы вообще забрали все фишки у противника, то, соответственно, вы выигрываете игру. То есть можно и такой вариант правил рассмотреть. И, соответственно, еще такой небольшой момент. Если, допустим, на пути вашей фишки стоит ваша фишка, то есть если у вас нет возможности поставить вашу фишку, вы пропускаете ход. Вот в эту игру, в Асеб, в нее можно начинать играть, наверное, даже с 4-летнего возраста. С 4-5-летнего возраста. То есть детям нравится. Поэтому возьмите, попробуйте. Как я уже сказал, файл находится в описании. Спасибо вам за то, что вы посмотрели. Подпишитесь на канал. Здесь будет очень много интересного в дальнейшем. Всего вам доброго, до свидания.